Приветствую всех любителей биатлона, с вами Ваня Биатлон 1, и у нас заключительная гонка в этом году, не считая рождественских, Кубок мира, Анси, Мастарт мужчины. Пробегут 15 километров, 4 огневых рубежа, надеюсь будет гонка классная и интересная, ставку я не брал. Кстати, хотел взять Стролли против Шиммера за 1,55, но что-то в какой-то момент 1,55 какая-то ставка такая себе. Все, стартуем. Стартуем. Ботом Перо, Самуэльсон, Гиакамель, Кристенсен, Лагрид, Филон Майе, Жаклен, Пансилома, Дали. Первая десятка. Хорн, Брайт, Навред, Бейкин, Стрелло, Неллин, Фабьен Клод, Хорник, Идар, Букхаутер. Двадцатка. Фрей, Хофер, Строля, Гунка, Хиндесала, Сепола, Ломбардо, Зобель, Крчмар и Шиммер. Симмер. Симмер, наверное, все-таки. Эстонец 30-й стартовый номер. К сожалению, как и в женской гонке, ни одного украинца нету. Лукас Хофер, вчера не бежавший, сегодня побежал. Поэтому посмотрим. Я думаю, что поборются сегодня французы. Также Жаклен. Я жду Жаклена в тройке с его... Если, скажем так, если не больше 2 штрафных кругов, то Жаклен должен быть в тройке. Очень быстро стреляет Жаклен, быстро вчера бежал. Сегодня еще подморозило, то есть Жаклену мощному неплохо здесь должно Иттись, бежать. В целом жду, что Жаклен поборется. Возможно, поборется Филон Майе. Кто еще? Ну, естественно, Самуэльсон, естественно, Эрик Перо. Кэмпбелл Врайт, не знаю, посмотрим на американца. Так, Кэмпбелл Райт и... Ну, норвежцы это все понятно. Кто еще? Джакамель. Джакамель как-то невнятно пока себя чувствует. Был в 24-м спринте, в пассивити был 15-м. Пока у Тамаза какие-то проблемки со стрельбой и ходом не самые высокие показатели. И Светлана, а я за Норвегию, Джакамеля. Ну, посмотрим. Я тоже за Тамаза болею, но, если честно, здесь я не верил особо в него. Ну, посмотрим. Посмотрим. Пока Самуэльсон возглавляет пелотон. Боттон за ним, Перо второй, Гиакамель третий, Фабьен Клод врывается с 17-й позиции на 5-й, Филон Майе 6-й, Кристин 7-й. Ларет 8, Жаклен 9, Пансилома 10, не идет Мартин в атаку с первых минут, подсдерживается, сдерживался он и в спринте. Видимо, пока перед первой стрельбой будет сдерживать себя швед. 24 человека на трансляции, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, у нас буквально 110 человек, и нас будет 5000. Надеюсь, к Олимпиаде 1005 нас будет. И это будет круто, будет активнее чат. Так, Стролли идет 19-м, единственное, кого я видел. Шиммер так и идет 30-й. В принципе, 30 биатлонистов в 13 секундах. Так, а тут завал. Нет, не завал, но практически. Подскользнулись биатлонисты. Тут резкий поворот. Очень много болельщиков. Сегодня, напомню, холоднее, поэтому трасса чуть-чуть, наверное, будет побыстрее. Самуэльсон продолжает лидировать на отметке 1,5 километра. Перо, Филон Майе, Боттон, Фабьен Клод, Гиакамель, Кристенсен, Панстеллома. Обошел Лареда, идет 8-й. Далее 10-й. Жаклин откатывается на 11-ю позицию. Райт 12-й. Навред, Хорн 13-й, 14-й. Неллин 15-й. Лукас Хофер пока не очень идет. 17-й, но Хофер как бы... Я думал, что он побыстрее будет. Ломбардо 28-й. Симмер обошел Сеполу. Сепола с одной стороны, кажется, не бежится, но с другой стороны 10 секунд отставания первого места, 30-го места от первого. Все окей, все бежится. Завалов нет, все хорошо. Погода неплохая, сегодня без солнышка яркого.
Да, там палку, наверное, поменяли кому-то. По-моему, Фину, да? И ждем первый огневой рубеж. Ждем первый огневой рубеж. В принципе, ветра практически нет. Там до 4, до 5 километров в час были порывы. Погода, в принципе, идеальная. Сейчас 2 километра в час, без порывов. Температура ветра 4,9. Снег минус 0,7. Влажность, если кому интересно, 77%. Так, ну что, 19 человек у нас на трансляции. Не разгоняется наша трансляция. 3 лайка у нас. Да, в таком полупрогулочном темпе прошел первый круг. Никто не попытался убежать. В целом 30 биатлонистов в 10 секундах. Запредельных скоростей не было на первом круге. Сейчас, после первой стрельбы, уже будут отвалы, завалы и так далее. 3 француза впереди. 2 шведа. Кстати, Клод зашел первым на огневой рубеж. Самуэльсон, Филон Майе, Пирот, Гиакамель, Кристенсен, Дали, Боттон. Такой немножко далее, да. Боттон, Пансилома, Лагрид, Стрелло, Хорн. И первая стрельба будет, соответственно, номера производиться. Какой номер, такая позиция. Да, показали все-таки палку, поменяли, шведы сепали. Так, многие. Клод не закрыл последнюю мишень. Гиакамель, круг, Кристенсен, круг, Дали, круг, Боттон, круг, Пансилома, круг. Перо чисто. Хорн, круг, Жаклен, 2 круга. Самуэльсон чисто отработал. Филон Майе на круг. Перо стрелал Самуэльсон, Букхалтер, Наврат, Врайт, Фрей. Крачмар, Строля, литовец. Отработал чисто. Витаустас на 9 позиции идет. Хиндесала, Сепала. Ломбардо. Шиммер схватил круг. Ну вот можно было, да, Строля против Шиммера брать. Ну посмотрим. Сепала 11, Ломбардо 12, Фабьен Клод 13, Пансилома 14 с кругом. Хорник также на круг ушел. Боттон круг. Гиакамель 17, Филон Майе 18, 25 секунд отставания. Симон Эдер схватил круг, идет 20-й. Кристенсен. Да, неудачная стрельба в исполнении норвежцев в целом. По 2 круга схватили Жаклен, Гунка, Зобель и Экспернеллин. У Неллина что-то со стрельбой совсем не пошло в этом сезоне. До этого очень классно стрелял Неллин. Да, хода не было хорошего, но стрелял классно. А сейчас что-то... Проблемки со стрельбой у шведа. Проблемки у Эксперна Неллина. Немец очень быстро стрелял со Стреллоу. И вот идет вторым. Посмотрим, сумеет ли удержаться за перо. Кто здесь еще из быстрых? А впереди, наверное, таких супер быстрых биатлонистов и не вижу. Пансилома 14 идет. Наверное, Пансилома, Кэмпбелл Райт. Я думаю, что Наврата должен обходить. Посмотрим на Кэмпбелла. Был в спринте 20-м, по Сьюти 16-м. Пытается Самуэльсон здесь убежать. Смотрим следующую временную отметку. В горочку работает довольно быстро швед. Неллин только 30-й. 2 штрафных круга у Неллина и не самая высокая. Да, захватывает лидерство швед. За ним Перо. Кэмпбелл Райт сюда перемещается. Третьим идет американец Стреллоу, как я и сказал, да? Стреллоу, Наврат позади. Букхалтер. Ну, вот Стреллоу, Наврат постоянно где-то в районе 10-х мест вдвоем. Один выше, потом второй ниже, выше. Пока немцы не радуют своих болельщиков.
Бухгалтер 6, Фрей 7, Крычмар 8, Стролли остается на 9 позиции. Позади Хиндесала и Сепола 2 финна. Панселома перемещается на 12 позицию. 15 секунд всего лишь от лидера. Ломбардо, Гиакамель. Гиакамель много. Отыграл Тамаза. 14 место. 6 секунд отыграл после выхода с первого огневого рубежа. В принципе, Тамаза еще борется. Борется 18 секунд. Это ерунда. Ерунда. Стрелов как черепаха на последнем круизе. Ну, наверное, Стрелову не хватает. Возможно, немцы подводятся под Олимпиаду, но я бы такого не сказал, потому что прошлый сезон мы видели. Прям вроде как они неплохо стреляют, неплохо бегут, но это уровень просто двадцатки. 15, то есть пока у немцев слабенько все. Мужской сборной. Нет явного лидера, не за кем тянуться. Стрелов на 10-ю позицию перемещается. Лагрейд вообще 20-й идет. Лагрейд пока толком не восстановился явно после болезни. Лагрейд только 20-й, ну и вообще Боттон там 14-м идет. Далее 17-й, Кристенсен 18-й. С другой стороны, небольшое отставание, 20 секунд. Жаклен здесь 36. Ну и Зобель идет последним. Вот там Неллин обогнал, Зобель 30-й. Подскинул Самуэльсон, попытался убежать. Здесь после первого огневого рубежа не получилось. И скинул темп. И пошел в спокойном режиме швед. А вчера у Хорна 9 промахов было. И, кстати, не обратил внимания. Восемь, да. У Хорна было 8. И 51 результат. Ну и в целом в спринте было 4. Что много. На 0 был спринт в Хохфильцене, да? 3-я позиция. И в пасюте был 4-й Хорн. Ну, все равно это такое. Для немецких болельщиков, я думаю, пока ничего хорошего. В том числе и женской сборной Германии. Продолжает Самуэльсон Перо идти. Там же Стрелло оглядывается. Кэмпбелл Врайт в 2 секундах. Наврат, Фрей. Ну, в целом, пока Самуэльсон не попытался. Попытался в начале этого круга убежать. Не получилось. Сейчас спокойно работает. Спокойно работает. Заходит на второй огневой рубеж. 8 секунд 10 биатлонистов. Самуэльсон, Перо, Врайт, Наврат, Стрелов, Фрей, Пансилома. Бухгалтер, Гиакамель заходит 9-м в 7 секундах. В принципе, вот этот медленный круг помог тем, кто промахнулся, и 20 биатлонистов в 15 секундах. То есть у Кэмпбелла Врайта будет круг. То есть вот этот медленный круг в исполнении Самуэльсона просто такая услугу медвежью для тех, да, вообще не медвежью, а обычную. Для тех, кто был позади. Врайт на 2 круга. Стреллов отработал чисто. Перо чисто. Фрей чисто. Самуэльсон чисто. Но долго стрелял. Бухгалтер чисто. Боттон еще на круг. Стролли отрабатывает идеально. Хорн круг. Идар чисто. Жаклен чисто. Стролли снова 9-й. Лагрейд отработал чисто 10-й. Ломбардо дали Сепола Наврат. Хорник 15-й идет чех, но чех может идеально стрелять. У Неллиона как минимум снова 2 штрафных круга, у Шиммера круг. Клоц схватил здесь 2 еще, Хиндесала 2 схватил, Филон Майе 1.
Гунка отработал чисто как изобиль. Ну что, Стреллу, Перо, Фрей, Самуэльсон. Думаю, что будет перекладываться вперед Самуэльсон. Возможно, Перо обойдет Стреллу и попытается здесь вверх в тягунок убежать. Посмотрим. Мне кажется, не устроит Перо скорость Стреллу, но посмотрим. Корочмар здесь, Пансилома 8,9 проигрывает. Вот сюда Геокамель и Пансилома могут перетягиваться в первую тройку-четверку. 6-7 стартовые номера. Лагрейт 10-м идет. Ну, пока скорости у Лагрейта не выдающиеся. Хорник идет Жаклен. Жаклен в 32 секундах. Посмотрим, переложится ли Жаклен. Если будет идеально стрелять, я думаю, что первую десятку точно войдет. Боттон тоже нетипично для себя стреляет. У него 2 штрафных круга было только в пассивити. А так работал практически идеально. В спринте идеально отработал. Вчера в пассивити идеально отработал. В Хокфильтине спринт идеально отработал. В пассивити 1 штрафной круг. Сегодня Боттон схватил уже 2. Нетипичная стрельба. Возможно, вчера отмечал. А возможно, болеет сборная Норвегии. Да, Перо вышел на первую позицию. Самуэльсон, Геокамель, Стреллоу, как я и сказал, Самуэльсон и Геокамель перетянулись в первую тройку. Стреллоу остался 4-м, Фрей 5-й, Пансилома 6-й, Букхалтер 8-й, Ларрейт 8-й, Букхалтер 7-й. Далее 9-й, Корочмар 10-й, Строль откатывается на 11-ю позицию, за ним Ломбардо, Сепала, Народ, Жаклен. Жаклен уже в 24 секундах. Снова не лидер идет довольно медленно, и практически все отстающие догоняют. Не хотят ни Самуэльсон тащить на себя пелотон, ни Перо. И поэтому получается, что те, кто пробежал штрафные круги, довольно быстро нагоняют лидеров. Снова в 20 секундах 14 биатлонистов. Геокамель в тройке идет с штрафным кругом. Пансилома 6-й, также с штрафным кругом и также в 3 секундах от лидера. Перо не спешит. Перо не спешит. Как и не спешил Самуэльсон. Отметка 7-1. Обратно же никто не хочет лидировать. Перо остается на первой позиции, Самуэльсон за ним. Геокамель. Стрелло, Пансилома, Фрей. Далее обошел Букхалтер 7-й. Лагрейт 8-й. Букхалтер 9-й. Крючмар, и там ждем Стролю. Нет, Стролю обошел и Ломбардо, Сепала и Наврет. Стролю 14-й, но в 20 секундах от лидера. Боттон на 15-й позиции, 22,3. За ним Кристенсен, Жаклен и Хорник. Дальше Лукас Хофер. 36 секунд отставания Хофер теряют. Пока Хофер не набрал оптимальные кондиции. Симон Эдер 5 секунд здесь проиграл. 20-я позиция. Филон Майе. Не выдающаяся скорость у француза. 2 штрафных круга и 49 секунд отставания. Как и у Хорнер, как и у Райта. У Клода 3 штрафных круга и 24-я позиция только. Да, 5 биатлонистов здесь в 2 секундах. Фрей чуть-чуть позади. Даже не сказал бы, в 3 секундах, да, вот первая шестерка чуть-чуть схватили просветик. И в 6 секундах, в 2 секундах идет 6 биатлонистов. Дальше далее Лагрейт, Букхалтер, Крачмар и Ломбардо чуть помедленнее. Чуть помедленнее идут. Ну что, смотрим, должны уже разрывы немножко увеличиваться. Пока ничего не решено. Пока еще 2 огневых рубежа впереди.
Абсолютно спокойный ход. $42 человека на трансляции. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. 5 лайков у нас, маловато. Маловато. Надо десяточку. Ну и что, и смотрим третий огневой рубеж. Гиакамель зашел первым, кстати. Начинает стрельбу первым. Канцелома будет штрафной круг. Самуэльсона также. И у Фрея. Самуэльсона 2, у Панцеломы 2. Выпадают шведы от лидеров. Гиакамель чисто, Перо чисто, Стреллоу чисто. Фрей на круг. Пришел Ларрейд, Бухгалтер, Кристенсен. У Ларрейда будет круг, как и у Дали. Бухгалтер отрабатывает чисто, Сепола 2 круга. Наврых на круг, Ломбардо на круг. Кристенсен отработал чисто. Но в целом первая тройка сформировалась, и я не думаю, что будут убегать. Да, отставание 4-го места от 3-го 23 секунды. Гиакамель, Перо и Стреллоу. Я думаю, что Перо должен попытаться за Томазо удержаться, а Стреллоу не думаю, что удержится. Стреллоу немец, наверное, все-таки отвалится. Не уверен, что Стреллоу сможет держаться в скорости Гиакамеля и Перо. Посмотрим. Бухгалтер 4, дальше 5 норвежцев: Фрей, Кристенсен, Боттен, Дали, Лагрейд. 5, 6, 7, 8, 9 место. Единственное, Бекин. Сегодня у Бекина неудачная стрельба, 2 штрафных круга ходом. Что-то у Бекина не идет. И только 26-я позиция. Филон Майе еще зашел на круг. Строля на 2. Строля опускается на 23-ю позицию. Панцелома и Самуэльсон синхронно идут. 10-11 позиция. Отставание 43 секунды. Это много. Вряд ли поборются за первое-второе место и третье. А максимум за цветы, наверное, шведы. Из интересного Бухгалтер, Стреллоу, да. Бухгалтер, Стреллоу идеально работающие. Ну что, смотрим. Ну, такое ощущение, что Жакамель не убегает. Стреллоу, кстати, держится за Перо. Перо тут тащит на себе Стреллоу. Ну, посмотрим, насколько скорость Перо будет, не выйдет боком ли на заключительном огневом рубеже для немца. Смотрим следующий рубеж. И мне кажется, что расстояние увеличивается. 10 километров. Мне кажется, что Перо подотстал. Да, 8 секунд выиграл Гиакамель. У Перо и Стреллоу, ну да. Томазо убегает. Очень классно работает. Под каждый шаг сейчас через шажным пошел. Пытается сделать себе задел. Сейчас в горочку. Такое ощущение, Перо часто работает, но не сильно отталкивается. Не мощно. Панцелом и Самуэльсон входят в десятку, 8-9 позиция, но в одни ноги с Гиакамелем идут. Остальные много проигрывают. Кристенсен 2 секунды, Боттен секунду, Бухгалтер сумасшедших 14 секунд проиграл. Фрей 12 секунд проиграл. 4 секунды Дали. 4 секунды Лагрейд. Хорник 10 секунд. Сумасшедшая скорость Гиакамеля, и он хочет сделать себе задел, чтобы, возможно, даже... нет, но все-таки 13 секунд это не штрафной круг. 13 секунд это в принципе... Один штрафной круг это 22 секунды. Если мы говорим о одном штрафном круге сейчас для Томазо Гиакамеля, ну, в принципе, это отыгрываемо. С учетом того, что Перо и Стреллоу отработают чисто, и Томазо сохранит скорость на последнем круге. Там будет тогда заруба.
Ботом 32 секунды, Кристенсен 32. Ждем там, скорее всего, Фрея, Букхалтера, а возможно, Пансилому и Самуэльсона. Да, Пансилому и Самуэльсон, 67-я позиция. Отыграли 4 секунды шведы. И впереди Кристенсен. На Кристенсена, наверное, все-таки не съедят. Не съедят. Лагает на 11-й позиции, Хорнет 12-й, Навр 13-й. Жаклен минуту отставания Жаклена. Кэмпбелл Райт также минута 0-1. Пока Ломбардо 17-й, Крачмар. Симон Эдер подстал. Подстал ветеран сборной Австрии. Его обошел Хорн. У Хорна сегодня 3 штрафных круга. Минута 18 отставания. Филон Майе также 3 штрафных круга. Минута 26. Ну и смотрим. Сейчас зайдет Томазо на последний огневой рубеж. И сейчас здесь все решится. Томазо быстро стреляет. Быстрая изготовка. И за счет этого, даже, наверное, если взять один штрафной круг, вряд ли кто-то сможет с ним побороться. С учетом того, что у Перо сегодня не бежится прям. Но посмотрим, сколько сил останется на заключительный круг и у кого. Стреллоу пока держится. Чуть-чуть там такой просветик схватил относительно Перов тягунок вверх. 1,5 секунды, но не критично. Не критично. Хороши лыжи у итальянца. Великолепная техника. Жду от Гиакамеля олимпийские медали в этом году. Заходит Томазо на заключительный огневой рубеж. 26-54. Смотрим отставание от Перо. Вернее, отставание Перо. Было 13-6, сейчас по ощущениям побольше. Да, 14-8. И Стреллоу схватил еще 3 секунды. 18-3. Гиакамель начинает. 2 из 2. 3 из 3. 4 из 4. 5 из 5 Томазо Гиакамель. Я думаю, никто больше не поборется за чемпионство. Рано поздравлять, но я бы не сказал бы, что рано. Не верю, что Гиакамель отдаст сегодня золото кому-то. Перо и Стреллоу синхронно пришли. Смотрим за их стрельбой. Перо отработал чисто. Стреллоу также отработал чисто, и мне кажется, что все-таки... Ну, посмотрим Стреллоу на последнем круге. Посмотрим Стреллоу на последнем круге. Томазо здесь как из пулемета итальянец. Пансилома хватает 2 круга. Кристенсен идеально отработал. Лагает на круг. Ботом на круг. Ну, я думаю, что они уже не борцы за медали. Только за цветочку поборются. Я не думаю, что Стреллоу может проиграть 20 секунд на последнем круге. Нет. 15, 16, но не 20. Посмотрим. Сейчас немцы, конечно, будут гнать Юстаса вперед. Обратно же с Перо вряд ли поборется, но посмотрим. После 4-го огневого рубежа Гиакамель, Перо, Стреллоу, Кристенсен, Боттен, Дали, Букхалтер, Самуэльсон, Жаклен. Вернулся в десяточку. Кэмпбелл Райт также вернулся в десятку. 11-й Ломбардо, Ларри 12-й, Фрей 13-й. Ну и в целом, наверное, неудачная гонка для сборной Норвегии сегодня. В целом не самая удачная для норвежцев. Посмотрим сейчас за разборками. Будут ли они? Будут ли разборки? Радуется здесь на ваших экранах тренерский штаб сборной Италии. Ну, кстати, ставка бы зашла. Стролли ушел 22-м. Пансилома 15-й, 5 штрафных кругов. Столько же у Филона Майе, столько же у Хинде Сала и у Фабьена Клода. Идеально отработали на всех огневых рубежах Эрик Перо, Юстас Стреллоу и швейцарец Букхалтер. Но ногами Букхалтер слабовато.
Но упирается немец, не отпускает перо. Отметка 13-0. Гиакамель убежал. 3 секунды привез перо и 6 секунд Стреллоу. Наверное, все-таки нет. Идеальная техника у Гиакамеля. Даже незаметно, что это последний круг. Боттон обошел Кристенсен. 4-й, 5-й, Дали 6-й. У него там большие расставания. Букхалтер, наверное, стал ногами. Самуэльсон сейчас ждем. Да, Самуэльсон 7-й, Камбл Райт 8-й, Жаклин 9-й, Букхалтер только 10-й. Ну и обратно же Самуэльсон цветы, мне кажется, что не попадет. Боттон, Кристенсен, Дали. 4-я, 5-я, 6-я позиция. Больше ни за что не борется, к сожалению, для болельщиков норвежцев. Ну, такое ощущение, что Стреллов все-таки поднакатил перо. Стреллов более мощный. Возможно, мы сейчас увидим финишную разборку. Или нет все-таки? Нет, это камера. Камера. 10 секунд уже между перо и Стрелловой. Это все-таки камера. Приближение камеры. Все-таки убежал перо. Ну и Стреллов медаль. А были ли медали у Стреллова? Личные. Личных, по-моему, не было медалей, да, у Стреллова? Я вот так смотрю. Был в индивидуалке 2-й. А, был все-таки. Была медаль в Эстерсунде 3 года назад. 3 года назад был 2-м. Да, все-таки была медаль. Я что-то забыл, не видел, не помню. 3 года назад было у Стреллова медаль в индивидуалке. Так, ну и задел большой Томазо. Не знаю, дадут ему флажок. Можно, в принципе, и с флагом финишировать. Почему бы и нет? Но пока не видно. Стреллов 28 секунд отставания. Кристенсен пытается там зацепиться за 3-ю позицию. Ну, посмотрим. Там, в принципе, 9 секунд до Стреллова. Стреллов очень медленно проводит последний круг. И, может быть, Кристенсен и поборется. Потому что бежать еще 1,5 километра, 8 секунд за 1,5 километра, в принципе, отыгрываемо. Надо смотреть. Там же и Боттон. На финише уже и Томазо. 33-35 время. Да, дают флаг, большой флаг Томазо Гиакамелю. Финиш. Финиш надежды сборной Италии на Олимпиаде. Да, к сожалению, сейчас будем смотреть за зарубу. Перо 2-й, а Стреллов встал ногами на круге. Кристенсен все-таки обошел. Смотрим за финишем. Вот, за 3-е место борьба идет. И сдался немец. Сдался немец, 4-е место. Это, конечно, такое себе разочарование сборной Германии, да. С нулем и на последнем, просто на последнем круге совсем стал. И да, норвежец все-таки на пьедестале. Кристенсен красавец. Кристенсен довольно мощный биатлонист. И вот такая вот погода, когда подмораживала,
ему подходит. Кристенсен, наверное, один из самых быстрых сегодня был на лыжне. Самуэльсон забежал только 8-м. Кэмпбелл Райт его там опередил. Кэмпбелл Райт 7-й. Жаклен 9-й. Букхалтер 10-й. Пантелома 11-й с 5 штрафными кругами. Лара только 12-й с 3. Ломбардо 13-й. 14-й Крчмар. Фрей 15-й. Хорник 16-й. Ну вот, наверное... Строли 21-м по итогу забежал. Кстати, Шиммер, наверное, будет 30-м. Ставка бы зашла, если брал, но я не брал. Еще нас ждут рождественские гонки. Не знаю, посмотрим мы их или нет. 5 января с 11 по 5 начинается этап в Оберхофе. 8 января мужской спринт, 9 января женский. Дальше 10 пасьют у мужчин. В 16:25 будет женская эстафета. И 11 мужская эстафета и женский пасьют. Последняя гонка этапа. Кристенсен и Киркейда. Да, Киркейда сегодня первое золото у Киркейда. У него было золото на IBU, она очень хорошо там выступала. В прошлом сезоне Лавра ничего такого не выигрывала, но вкатывалась в взрослый биатлон. И сегодня золото. Сегодня золото. Докатил Шиммер все-таки 29-й, Гунка поляк с 5 кругами 30-я позиция. Всем пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, до новых обзоров, до новых гонок. Хорошего воскресного вечера.